Уверен, что такого вы еще не видели, так же, как и не видел я. Робот-пылесос с системой навигации на 360 градусов с возможностью мыть полы, что является его, в принципе, основной функцией. Также он выполнен из отличных и качественных материалов за свою цену, а вдобавок он неплохо выглядит. Имеет великолепный комплект поставки, но это только малая часть того, что можно прочесть в рекламе к роботу-пылесосу под названием iLife ShineBot W450. Но как же на самом деле дела обстоят у данной очень странной по функционалу модели, я сейчас вам расскажу. Всем привет, вы на канале Пользы.нет, меня зовут Саня, здесь только быстрые обзоры и долгие стримы, и сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, мы будем тестировать пылесос, робот-пылесос iLife. Их у меня, наверное, было с десяток уже iLife-овских. Почему-то, в Российской Федерации их любят, потому что они дешевые, поддержка у них здесь имеется, продаются они на каждом углу. Open. Мы открываем. Разумеется, здесь есть поддержка всяких программ. Надеюсь, что это запасная щетка. Вот это меня напрягает, ёршик. Особенно с металлической штукой. Пульт с батарейками. Это меня еще больше напрягает. Потому что обычно вещи с программой делают без использования пульта. И эта штука вообще компактной не называется. Эта штука огромная. Я не вижу здесь щетки. Вы тоже не видите. Здесь есть только турбо-щетка, а боковой щетки почему-то здесь нет. Контакты для зарядки, разумеется. Где у нас база, вы уже видели. Бампер в наличии, почему-то без ограничительных этих штуковин. Здесь у нас дырочка под огромный резервуар получается. И вполне возможно, вся эта штука настроена в первую очередь на протирку полов. Вот так резервуар снимается. Фильтр супер маленький. И мне кажется, что вам понравится эта штука, потому что это моющий робот-пылесос от iLife. Смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 мибэндов 6 серии. За лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурсов, которых под конец месяца всегда много, и мои контакты в описании. В прикрепе же 2 моих телеграм-канала. В первую очередь это тот, который помогает вам покупать на Али выгодно, со скидками и промокодами и выгодными предложениями. И второй это телеграм-канал взаимопомощи. Там вы можете прийти, описать, что вам нужно, и вам подскажут. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к iLife ShineBot W450. Полетели! Данная модель поставляется только в единичном дизайне. В комплекте мы имеем сменный валик, инструменты для чистки робота, инструкцию и пульт ДУ с батарейками. Пульт неплохой, с его помощью можно запускать уборку, выбрать уборку выбранной зоны, запустить точечный режим. Также на нем есть кнопка отключения голосовых оповещений, возможность регулировать подачу воды и скорость вращения валика. Количество повторений циклов уборки также можно настроить через него. В целом можно пользоваться одним пультом, если нет желания устанавливать приложение. Сам робот-пылесос выполнен из качественного глянцевого пластика, сборка хорошая, но материалы очень маркие. Вес 3,3 килограмма, габариты 282 на 292 на 118 миллиметров. Из-за высоты данная модель не везде сможет проехать, так что нужно учитывать данную особенность, если вы планируете, чтобы он у вас под мебелью или под кроватью мыл. На корпусе расположили 2 кнопки старт-паузы, выбор режимов уборки. Ручка для переноски, кнопка для отсоединения модуля с баками для воды и система навигации, а именно гироскоп и система съемки на 360 градусов. К слову, из датчиков на борту также есть датчики столкновений и датчики высоты. В нижней части также мы имеем краткую информацию, 2 контакта для зарядки, 2 основных колеса и 2 поворотных. Далее, разумеется, есть бампер, на котором расположили мягкие вставки для того, чтобы не повредить мебель во время уборки, что, к слову, очень важно. На основном модуле расположили QR-код для скачивания программы и место для крепления валика. Валик имеет мягкие и жесткие щетинки, что позволяет тщательно убирать загрязнения. Извлекается валик удобно, как и чистится. Боковой щетки нет, как вы и так могли уже заметить, что является чуть ли не самым главным минусом. Об этом я расскажу позже. Далее, бак разделен на 2 секции для чистой и грязной воды. Объем бака для чистой воды составляет 850 мл, для грязной 900. Заливать чистую воду нужно через отверстие с герметичным клапаном, а сливать через сливное отверстие. Также мы имеем фильтр, который нужно периодически промывать, и скребок, который убирает оставшуюся воду с пола. Если бак для
грязной воды заполнен, то робот-пылесос проинформирует вас об этом. Летим дальше. iLife ShineBot W450 одновременно выполняет влажную и сухую уборку. Также он может выполнять уборку в режиме пути, режиме области и точечном режиме. Отрегулировать подачу воды можно детально, так как в приложении имеется ползунок. Отрегулировать скорость передвижения робота, как и скорость вращения валика, возможность также имеется. Озвучка робота-пылесоса на английском языке и других озвучек в стоке пока нет, но я думаю, все еще будет. Емкость аккумулятора скромная, 2500 мАч. Полный цикл зарядки занимает, по моим тестам, 5 часов 13 минут. Это прилично. Помещение в 40 квадратных метров он убрал в 2 прохода и разрядился. Исходя из этого, 100% заряда хватит вам примерно на 80 квадратных метров. Далее робот-пылесос подключается к приложению iLife Home Global. На начальной странице с подключенным пылесосом мы имеем карту последней уборки, но сохранять карты данное устройство пока не может. Я думаю, это программный глюк, и это основной минус сегодня. В приложении есть возможность детально настроить работу робота-пылесоса. Из интересного мы можем установить зону уборки, посмотреть историю уборок, включить режим «Не беспокоить», включить поиск робота-пылесоса и воспользоваться ручным управлением. К слову, об установке зоны уборки. Функция, как по мне, не допилена, так как смысла в ней практически нет, из-за того, что сохранение карт на данный момент не происходит. Также в приложении можно установить количество проходов и повторений для сушки пола. Далее, перейдем же к тестам. Уровень шума не превышает 70 дБ, так что он довольно тихий. Минус, как по мне, данной модели заключается в том, что с док-станции его нужно снимать вручную, как и ставить на зарядку. Сам он не заезжает. Начало уборки, маршрут зигзагообразный, стулья он не двигает, но столкновения, разумеется, бывали. Если говорить о том, как же он справляется с зоной возле плинтуса, то благодаря скребку пыль и маленькие частицы он убирает, но не так хорошо, как роботы-пылесосы, у которых есть боковая щетка. По навигации вопросов нет, ориентируется он довольно хорошо. Проблема только в том, что он, еще раз повторяю, не запоминает место, где остановился, если встретил какое-то препятствие и есть необходимость его поднять. В итоге начинает уборку заново. Главная его задача — это мыть полы, и с ней он справляется великолепно, но, как по мне, из-за того, что валик не на всю ширину робота-пылесоса, сказать, что уборку он проводит на все 100, я не могу. Давно засохшие пятна разлитого кофе или чего-то подобного он вымыть, разумеется, не в силах. Здесь нужно свою богатырскую силушку использовать и, как вы знаете, швабру, тряпку. С грязью он справляется отлично. Шерсть, волосы, мелкую крупу он в силах убрать, и это хорошо. Пороги проезжает спокойно и не застревает. Края обнаруживает хорошо, и полететь со второго этажа у него не получится, что радует. Датчики работают. Минусы, разумеется, их достаточно на данный момент. Начнем с того, что рядом с какой-то мебелью или плинтусами он до конца не убирает, нет щеточки. Далее к минусам я отнесу, что он не сохраняет карты, во всяком случае пока. Док-станция не рассчитана для того, чтобы он сам заезжал и съезжал с нее, это не особо удобно. С другой стороны, вам все равно воду менять. Нет возможности устанавливать виртуальные стены и зоны, и нет боковой щетки. Еще раз повторяюсь, из-за большой высоты у него маленькая проходимость. Резюмирую, iLife ShineBot W50, несмотря на его минусы, как устройство, которое может мыть пол с легким загрязнением, вдобавок пропылесосить автоматически от мелких частиц, показало себя хорошо. К слову, позавчера у меня был обзор на моющий вертикальный пылесос, посмотрите, потому что все эти штуки реально уже у нас, они доступны, и это очень круто, потому что через пару-тройку лет мы также сможем их покупать, как сейчас покупаем роботы-пылесосы в прямом смысле за копейки. Если бы 10 лет назад мне сказали, что я робот-пылесос смогу купить по цене супербюджетного смартфона, я бы сказал, да ладно. Не могу сказать, что я в восторге от данного робота, но и негативных эмоций у меня к нему не появилось. Всем, кто оставит любой комментарий без мата, хамства и рекламы, огромное спасибо за поддержку. Если у кого есть техника iLife, делитесь, умерла, не умерла, как себя вела и будете ли вы покупать подобный бренд, потому что все-таки это не супер-мега бренд, с одной стороны. С другой стороны, всякие там топовые бренды с их завышенными ценами, я даже не буду их перечислять, у которых девайсы стоят в 5-6 раз дороже, а функции выполняют ничуть не лучше, тоже не особо приятно. Девайсу от меня, да, добра и удачи вам, дорогие друзья.